Добрый день, друзья! Можно ли орхидеи выращивать в мху? Конечно, можно. И мы с вами часто видим и знаем, что азиатские орхидеи маленькие, малышки, подростки. Мы их получаем с вами в посылках, и чаще всего они посажены в мох. Так можно ли все время выращивать орхидею в мху? В последнее время я использую этот посадочный материал, но только после того, как мне Лариса прислала живой мох. Это моя подписчица, она мне просто случайно написала, может быть не случайно, может быть специально: хотите, я пришлю вам живой мох? И она мне его прислала. Мох оказался чудесный. Ларисе еще раз большое спасибо. И после этого я начала экспериментировать посадку в мох, но не всех орхидей. Из 350 и более орхидей у меня всего, вот вы здесь видите 4, и еще 3 орхидеи находятся в мху. Это орхидеи, у которых маленькое количество корней. Или же, как шелериана, ей нужен более влагоемкий грунт, и она растет тогда, когда у нее влажность высокая. И вот эту высокую влажность я добиваюсь только с помощью влажного мха. А еще вот у меня есть орхидея Сурфсон, которая капризничает уже на протяжении 5 лет. Ей не нравится расти ни в коре, ни в керамзите. А вот в мху она очень активно начала растить корни и листья. А еще у нее есть какое-то заболевание. Наверняка это что-то вирусное. И ей сложно расти. Поэтому здесь я тоже применила посадку в мох. А вот эти 2 орхидеи, одна из них орхидея Каода, она у меня очень долго росла в покупном горшке и растила детку. При пересадке я отделила детку от материнского растения, у нее оказалось очень мало корней, она тоже растет в мху. И материнское растение посадила в мох. И еще одна орхидея, она, к сожалению, без названия, это просто белый биглип. Получилось так, что не хотела она растить корни ни в горшке, ни новые воздушные. Корней было мало, а она прямо уже выпадала из горшка. И вот с этим маленьким количеством корней я ее посадила. Вот здесь небольшие корешочки у нее. И с другой стороны, потому что корни, сантиметра 2, не больше. В мху очень удобно укрепить орхидею. И вот эти маленькие корни, которые находятся вверху горшка, они будут питать орхидею. Все орхидеи с хорошим тургором. Проблематично ли их поливать? Ну, конечно, нет. Полив в мху – это очень скоростной полив, потому что мох впитывает в себя много влаги. Мне хочется их поставить на одну полку, чтобы мне было удобно взять их сразу все и полить. Это у меня займет 5 минут. Как я это делаю, я вам сейчас покажу. Не забывайте, что в зимнее время года обязательно нужно, чтобы поливная вода была 28-32 градуса. Почему я говорю в зимнее время года? Потому что летом вода теплая, и из-под крана идет теплая. Поэтому летом я всего немного добавляю теплой воды, все равно температура выдерживается, но зимой грею чайник значительно чаще и значительно больше добавляю теплой воды в поливную воду.
Что удобно делать, когда орхидея посажена в мох? Во-первых, удобно ее удобрять. Точно так же можно развести раствор. Можно это сделать раствор аминосила. Можно любое другое удобрение. Наливаю воду в горшок, то есть растворяем сначала. Делаем раствор с удобрением. Видите, у меня посажена орхидея глубоко. И нужно налить воды так, чтобы шея осталась сухая. Можно налить с удобрением, можно без удобрения. Я всегда рассказывала о том, что когда мы получаем в посылках вот этих малышей, там сильно спрессованный мох. И горшочек с этим мхом можно опустить на 10-15 секунд, и этого будет достаточно. Тот ком мха, он очень быстро впитывает в себя воду, набирает воды. Мы достаем через 15 секунд и ставим на то место, откуда мы его взяли. Здесь у меня не так плотно набит мох, но все равно он впитывает в себя воду моментально. Но я же здесь не наливаю до самого края, поэтому я оставляю на 10-15 минут. Пусть напьются корни, пусть напитается мох, ничего страшного. Но если у вас высокая посадка, вот, например, вот такая, вот здесь все это наверху, шея проветривается, то можно налить на 2-3 минуты, слить воду, и мох будет сразу влажный. Поэтому я говорю, такие орхидеи можно поливать в течение 5 минут, очень большое количество. Пока 10 орхидей залил водой или поставил воду, первую уже можно доставать, сливать воду и ставить на место. Я хочу сделать еще небольшой эксперимент. Мне очень нравится шелериана. Она цвела. Посмотрите, какой интересный корень она выпускает из горшка. Когда он еще был немного меньше, мне казалось, что это острая змеиная голова. Когда чуть высовывался из горшка, такой интересный корень. И вот шелериане очень нравится посадка в мох. У нее даже внизу есть корень, который пророс в отверстие в горшке. Да, и в самом горшке корни есть. Вот с этой стороны их больше всего. Растет, правда, медленно, но влаги ей не хватает. И я хочу в шелериану положить аминосил. Не поливать ее жидким аминосилом, а положить 2 гранулы аминосила. Вот на такой горшок, этот горшок объемом 1,6 литра, я хочу положить всего 2 гранулы. Причем не рядом с корнями. Так вот пальчиком сделаю углубление, брошу туда 1 гранулку, а с другой стороны, а вот еще корешок растет чудесный. С другой стороны тоже делаю небольшое отверстие в мху и бросаю туда гранулку аминосила. Сейчас попаду. Вот так. Видите, какой у меня мох? Я могу спокойно пальцем сделать отверстие в мху. И поливаю точно так же. Наливаю. Воды, правда, у меня не хватит. Но сейчас я долью воду сюда. Наливаю. Вода будет доходить до того места, где находится аминосил. Аминосил будет работать, то есть распадаться. И мне придется ее удобрять не через полив, а так, как я буду смачивать грунт. Вот в то время она и будет удобряться. Потому что шелерианы, они требуют большего удобрения, нежели простые фаленопсисы. Ну, как и бульбовые орхидеи. Их можно в сезон, а сезон у нас начинается с марта по ноябрь, их можно удобрять каждый полив, поэтому в бульбовые орхидеи я тоже кладу гранулированный аминосил. И цветут они великолепно.
покажу вам в следующий раз, как у меня цветут дендрофаленопсисы сейчас. Я доливаю воду, и смотрите, как я это делаю. Я лью на этот корень, на этот змеиный корень, будем его называть. Аминосил явно оказался в воде, и теперь он будет работать. Что еще мне нравится в посадке в мох? Помните, 5 лет назад, когда я начинала вести свой канал, я все время доращивала корни в кашпо с водой. Получается, да, я обрабатывала орхидеи препаратом Максим, прекрасно растут корни, до сих пор вы мне рассказываете, что вы пользуетесь этим методом, и он работает, но сейчас мне эта посадка нравится больше, чем когда орхидея стоит в пустом горшке, при каждом поднятии, перемещении у орхидеи в пустом горшке есть движение. А орхидеи эти движения не любят, особенно когда они растят корни. А здесь смотрите, куда бы я ни переместила орхидею, орхидея находится плотно в горшке, она не выскакивает и не вылетает. То есть у нее постоянно корни находятся в закрепленном и стабильном состоянии. Даже у орхидеи, у которой нет корней, она все равно стабильна. А это для орхидеи очень важно. Я думаю, что можно использовать не только живой мох. Сухой мох тоже можно использовать, но не делайте его очень плотно. И, кстати, чаще всего при посадках с маленьким количеством корней, особенно посадки в кору, нам приходится использовать какие-то держатели, чтобы орхидея или ровно стояла в горшке, или не выпадала из горшка. А здесь мох прекрасно сам держит орхидею. Вот это мне очень нравится. Так что я не делаю посадки в мох на годы. Нет. Как только у орхидей будет достаточное количество корней, я их пересажу. Но вот подрастить корни в мху мне удается. И мне это нравится. Рича, не мешай, пожалуйста. Ричард. Ты хороший мальчик, но ты рычишь. Ну, опять игрушку принес, просит ее положить. Ну, безобразная собака. Забирай. Собака. Забирай и уходи. Так что использовать в посадках мох можно, даже без каких-то других составляющих грунта. Но я знаю, что многие любят мох в посадках использовать не только вот чистый мох, но и кладут его в кору. Я так не делаю, мне это не очень нравится. Кора сама по себе влагоемкая. Ну, кому-то несложно, а у кого-то бывают проблемы. Если вы новичок, то сделайте кора отдельно, мох отдельно. Я думаю, что, понимая, как растут орхидеи, у вас тоже все будет получаться. Об этих орхидеях, о их небольших успехах я буду рассказывать в телеграм-канале. Потому что показать, что выросло 5 корней и рассказывать об этом 20 минут, я считаю некорректным. Я просто буду отнимать ваше время. А показать фотографию или маленькое коротенькое видео на 15-20 секунд можно посмотреть и в телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал будет в описании под видео. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.